Диана Анкудинова. Реакция. Ой, то не вечер. Ребята, привет! С вами преподаватель вокала Орлеана. Сегодня я наконец-то реагирую на последнее выступление Дианы в шоу Must Go On на НТВ. И эта песня «Ой, то не вечер». Если честно, ребята, скажу вам, что я посмотрела уже это выступление по телевизору вместе с мамой. Дело в том, что я уезжала, у меня не было возможности записать сразу реакцию, но я решила посмотреть шоу полностью, чтобы вообще в целом быть в курсе, что там происходит. Так что сейчас будет, может быть, не совсем такая настоящая первая реакция на выступление, но что поделать, я решила все равно записать. Бывает, что со второго прослушивания я начинаю слышать еще больше, поэтому, может быть, это будет даже и хорошо. Посмотрим, да, проверим сейчас, как это будет. В общем, поехали, смотрим. Если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь прямо сейчас, нажимайте на красную кнопку внизу, и не пропускайте самые интересные видео для вокалистов и для всех, кто интересуется вокальным искусством. Ну что, ребята, погнали, смотрим видео. Я включаю. Давайте так, сразу по чуть-чуть будем останавливать. Конечно, ребята, не хочется прерывать. Конечно, хочется смотреть от начала и до конца. Но мы же здесь с вами собрались для того, чтобы разобрать и для того, чтобы как-то прокомментировать, да, потому что выступление вы можете 100 раз посмотреть на канале Дианы. Помимо того, что голос сам по себе, ну, настолько узнаваемый, то есть почему Диану сравнивают с золотым фондом, можно сказать, вокалистов всего мира, мировых, да, всех времен и народов, потому что у нее действительно есть определенная краска в голосе, которая, ну, ни у кого еще не встречалась, так скажем. Это настолько узнаваемый тембр, это настолько неподражаемый, что ли, тембр, настолько сильная индивидуальность. Диана с первой фразы, с первой ноты, с первого звука захватывает. Просто ты первый звук слышишь, и все, и ты уже погрузился. Вот, погрузился, и не можешь оторваться. Мне действительно, я, скрипя сердце, все время делаю паузы, чтобы вам прокомментировать. Но я не могу по-другому, вы знаете. Смотрим дальше. Остановлю тоже. Вот по фразочке прям будем смотреть. Во-первых, какая она красотка. И образ ей классно подобрали. Вот, знаете, по сравнению с предыдущим выступлением, да, вот со вторым выступлением, конечно, Диана вот в этом образе, она выглядит намного гармоничнее. То есть вот это прямо музыка у нее очень хорошо звучит. И платье, и вот эта вот коса длинная, да, с вплетением ленты. Я бы вообще рекомендовала, наверное, чтобы у Дианы была какая-то определенная вот своя программа народных песен. Вот у меня даже вот такая вот идея в голове сейчас возникла, что если бы Диана делала какие-то свои концерты, вот тематические, да, например, народные песни, и вот в определенном образе выступала, это было бы вообще здорово. А учитывая, что она учится в ГИТИСе, развивается как актриса еще, для нее это было бы очень классно и интересно, мне кажется, да, что преподносить именно свою музыкальную программу как некий спектакль. Эта теплота тембра, этот вот обертон такой абсолютно вот индивидуальный, да. Все-таки самое главное же у вокалиста, у артиста-певца — это тембр голоса. Может быть все что угодно, может быть человек, артист супертехничный, но если нет тембра, то его ну, как бы не то, что неприятно слушать, он все равно отталкивает. Да? Вот и бывают такие тембры действительно отталкивающие. И над тембром надо всегда очень-очень аккуратно работать. Если что-то там не выходит, да, чуть-чуть видоизменять. Чуть-чуть видоизменить можно тембр, но самое главное в вокальной технике — это раскрыть природный потенциал тембра.
Я сейчас почему засмеялась, ребята. Я увидела, как Филипп Киркоров снимает на телефон Диану. Я помню, что он там скажет в конце, да, что ему очень понравилось. Но когда я слышу идеальное пение, когда я слышу просто невероятной художественной наполненности произведения, исполнения, у меня даже слов нет. Я даже вот, знаете, как-то не могу подобрать правильно слова, чтобы выразить, наверное, свои какие-то ощущения, эмоции. Потому что тут не к чему придраться абсолютно. Да? Я знаю, что мне писали подписчики в комментариях, что там на постпродакшене видео все равно немножко звук чистится, где-то что-то, да. Но возможно, да, но в любом случае мы оцениваем с вами результат всеобщей работы команды, не только Дианы, но еще и постановщика номера, да, сценографа, режиссера, костюмера, да, стилиста, ну, в общем, тут все. Ой, скрипя сердце останавливаю, потрясающе. Не оторваться. Вот эта теплота в голосе. Помните, я говорила, что такая теплота в голосе идет, вот, которой прямо доверяешь и на 100%. Вот нет абсолютно никакой фальши, не в нотах фальши, а вот в голосе, в душе. Это вот настолько близко, оно где-то вот, знаете, Диана поет на сцене, ощущение, что это где-то у нас в душе, вот там внутри звучит, да? Как будто это мы сами себе поем. Настолько оно настоящее, это звучание. Потрясающе. Вот как у нее классно работает носовой резонатор. Это, знаете, это вот анатомия, физиология каждого отдельного певца. С одной стороны, мы вроде бы с вами все одинаковые в плане, ну, у всех у нас есть голова, руки, ноги, тело, лицо, но вот эти все индивидуальные черты, индивидуальное соотношение симметрии, да, там, объема каких-то полостей, ну, вот в данном случае мы, если голос по параметрам разбираем, то это вот строение лицевой части там, черепа, да, вот эти вот все резонаторы по размеру, анатомия гортани, анатомия связок, да, вот это вот все вместе, индивидуальность, она рождает такой неповторимый тембр у каждого человека. То есть мы все с вами, так же как и внешне различаемся, мы также и по голосу все различаемся. Но бывает такое, что когда человек неправильно либо говорит, либо поет, на зажиме, да, вообще какая-то неправильная сформированная привычка звукоизвлечения, то он поет или говорит неестественно. И тогда он блокирует свою природную окраску голоса. Вот задача вокального обучения – это раскрыть природу. Мы слушаем Диану, и у нас ощущение, что вот она просто родилась таким голосом. Да? Просто вот она вот так поет. Но на самом деле вы сами знаете, какой путь прошла Диана, да, от того, чтобы сейчас выступать здесь, со скольки лет она занимается. Ну, конечно же, природное дарование – это в первую очередь. И видно, что работала она и занималась с очень хорошими педагогами, которые не испортили ей, так скажем, жизнь, да, вокальную, а наоборот, ей повезло, что она встретила хороших педагогов. Ой, как мне нравится ее вот эта манера, когда, знаете, еще вот идет такой мягкий, льющийся, да, тембр, голос, вот кантилена, вот правильное слово, возникает. И в конце вот этот вот легкий сброс такой, да, йодль, где она держит звук, а потом с опоры его снимает. Обычно всегда фразы строятся по классике, вот так. Мы уходим на диминуэндо всегда, да. А у Дианы, интересно, она тоже потихонечку легкое делает диминуэндо, и в конце вот этот вот йодль, такой сброс, да. Какая она красотка!
Я даже сейчас про вокал ничего не хочу, ребята, говорить, я уже вот это вот сказала. Мне так нравятся глаза Дианы, когда она поет. Вот в глазах ты прямо ощущаешь, как человек погружен в произведение, что вот он не здесь и не сейчас. Он вот где-то вот тут, вот в параллельном мире творчества находится. Да? И несмотря на то, что она смотрит на зрителей, смотрит на своих на своих как бы, ну, соперников, получается, на конкурсантов, она их не видит. Она видит свои образы, которые рисует сама в своем воображении. И мы, наблюдая за Дианой, да, то, как она работает, мы рисуем себе какие-то свои образы. И вот эта вот образность от артиста, который идет на нас, мы тут же переворачиваем в нечто свое. И вот почему мы так любим исполнение, которое не просто красивый вокал, а то исполнение, где есть еще вот эта актерская, правильная наполненность такая, да, то есть есть смысл, а не просто красивый голос. Да, вот я сейчас вот смотрю, конечно, на Диану, вот все строение ее лица говорит о том, что это, ну, это просто человек, рожденный для пения, рожденный для вокала. Ну, просто, понимаете, человек родился музыкальным инструментом. И не обнаружить это было просто невозможно в раннем детстве, да? Классно. Вот сейчас особенно, ребята, я не знаю, слышите вот этот оттенок или нет, вот сейчас она очень-очень плотно держит звук через носовой резонатор и потом его сбрасывает. Ну вот в конце, когда вот это такое всхлипывание идет, натягивает как бы звук через носовой резонатор, удерживает его и в конце сбрасывает. То есть опора сбрасывается и как бы все, да, возникает вот такой вот как приемчик. Таких тембров мы раньше не слышали вообще нигде и никогда. И это Лидия Русланова нашего времени просто. Труба. Труба. Да. Здесь Диана тянет длинные ноты. Они в среднем регистре для нее, да. Это невысокие ноты, но то, какой ширью она идет, какой мощью она идет, да, очень красиво. И вообще здесь уже, можно сказать, вот эта вставочка, она больше как будто бы от рок-музыки, да. То есть это не просто фольклорная композиция, это фолк-рок, можно уже отнести к фолк-року в данном случае. Ой, красиво. Я где-то слышала, не помню, ребят, я иногда так посматриваю, где-то что-то у меня новости выходят, и я могу что-то почитать, залипнуть. Диана, по-моему, говорила, что на шоу Must Go On третья песня, третий номер ей понравился больше всего. Ну, и я так поняла, что ей понравилось петь и исполнять больше всего этот номер. Знаете, я смотрю на это настолько гармонично. Такой образ, такое направление, наверное, в музыке Диане, ну, просто безупречно подходит, безумно подходит. Поэтому я бы, еще раз хочу повториться, да, сказать, что ей бы такую программу народных песен сделать. Что Диана же топит за Россию, за патриотику. И я думаю, что если она сделает еще такую программу народных песен и будет с ней гастролировать, это будет вообще просто здорово. Потому что это ей очень идет. Песня имеет тенденцию, такую классическую тенденцию, начинаться мягко на пиано, постепенно наращивать динамику, обороты, крещендо делать, да, и вот в конце у нас максимальное напряжение эмоций, максимальное напряжение звука. По громкости это громче и эмоциональнее все. Вот поэтому мы сейчас уже с вами подбираемся к
кульминационной точки произведения, да. Ой, ё-моё, я не могу. Ну что я могу сказать после этого? Я не знаю. Это безупречно, это безупречно. Диана, что ты с нами делаешь? Диана, что ты с нами делаешь? Это так замечательно, что Диана участвует в этом проекте. И не надо, ребята, говорить, что вот там ей дали какую-то песню вторую, да, и там, которая ей не подходит, и вообще там ужасная песня с какими-то странными словами, да. Пускай это будет тоже определенное испытание, да. Она же актриса, она должна отыгрывать любую роль. Но в спектакле она может кого угодно сыграть. Иногда нужно играть Бабу-Ягу, знаете ли. И что? Но она же актриса, поэтому это большое счастье участвовать в таком шикарном проекте на НТВ. Поэтому не надо говорить, что НТВ там ее как-то задвигает. Оно ее не задвигает, но действительно оно ее поддерживает и развивает. И благодаря этому каналу Диана, в принципе, стала так популярна, стала так известна на всю страну, да. И не только на страну, на весь мир. Поэтому это потрясающе. И вот это точное попадание в образ, просто точнейшее. Ну вот и была, ребята, эта кульминационная точка, вот это была последний сброс, вот этот опять на йодль, да, который делает Диана постоянно. Это ее фишка, это ее уже несомненная фишка, она во всех своих произведениях, песнях ее использует, поэтому она для нее фирменная. Я почему-то думала, что сейчас еще будет в конце ой, то не вечер, то не вечер. Думала, таким легким звуком она закончит, но нет. Ну, тут уже дело, знаете, исполнителя, как сделать, как закончить. Да? Можно так, и так было бы хорошо в исполнении Дианы. Вот, я не предугадала этот момент. Уф, надо выдохнуть. Выдохнуть сначала, потом скажу, ребята, сейчас соберу мысли. Медленный глубокий выдох. Ребята, я могу однозначно сказать, что второй раз посмотрев это выступление, да, это лучше, это вообще лучше. Как Диане идет такой образ, как он это ей подходит просто, ну вот безумно, вообще супер. Диана умничка. Ей все по плечу, мы все это знаем уже, да, это уже 100 раз было сказано. Она может и другие, да, может, но вот как-то хочется сейчас уже, наблюдая Диану столько времени, хочется, может быть, какого-то... Понятное дело, что она разноплановая, она все время меняет, она может и так, может и сяк. Но вот прям хочется от нее какой-то целостной программы, вот, например, народных песен. Ей это больше всего из того, что я слышала, ей подходит. Мне кажется, русские люди, которые смотрят Диану, которые любят Диану, мы с вами все поддержим. Желаем Диане дальнейшего роста на проекте. Понятное дело, что проект уже отснят, закончен, да, но мы его смотрим сейчас с запозданием. Как иногда вы смотрите мои реакции, которые я записала раньше, но смонтировать добралась только месяца через 2. Тем не менее, ценность этого не пропадает, да. Желаем Диане победы на этом шоу. Будем с удовольствием, с радостью наблюдать рост и творчество Дианы. Ребята, если вам понравилось это видео, я неустанно напоминаю, пожалуйста, поделитесь этим видео со своими друзьями в социальных сетях, ведь вы знаете, что это поможет развитию моего канала. А также, конечно же, проверьте, что вы подписаны на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать своевременно уведомления о выходе новых видео. И заходите на премьеры, я всегда очень рада с вами общаться в чате. У нас уже с вами такая классная компания собралась, все время обсуждаем и выступления, и вообще какие-то планы дальнейшие, да, что посмотреть дальше. Поэтому заходите, у нас очень классная атмосфера. Каждый понедельник и каждый четверг в 8 вечера, ребята, после работы жду вас у себя на канале. Ну все,
Пишите свои комментарии, ставьте лайки и будьте счастливы. Слушайте музыку, слушайте Диану Анкудинову, слушайте хороших вокалистов. С вами преподаватель вокала Орлеана. До следующего интересного видео на моем канале.